Здравствуйте, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. В сегодняшнем видео хочу предложить вам рецепт недорогого по себестоимости, но очень вкусного блюда. Это мясо, а точнее фарш в тесте, запеченный в духовке в соусе. Продукты, которые понадобятся, это 700 граммов куриного филе для фарша, 5 зубчиков чеснока, 1 луковица, 250 мл кипятка, 2 столовые ложки полной оливкового масла, 1 чайная ложка соли, 500 граммов муки, зеленый лук, 100 граммов томата, 100 граммов сметаны. Начинаю с приготовления теста, оно будет заварным. Наливаю 250 мл кипятка, солю, выливаю оливковое масло. Чуть перемешаю и начинаю вводить просеянную муку. Ввожу частями. Сначала перемешиваю венчиком, когда ввела чуть больше половины муки, перекладываю на стол и хорошо вымешиваю. Получилось мягкое пластичное тесто. Два условия, чтобы тесто было мягким. Это муку нужно добавлять понемногу и хорошо вымешать тесто. Оно будет наимягчайшим. Беру часть теста и раскатываю его в прямоугольный пласт. Толщину делаю не более 3 мм. Подравниваю края и режу на квадраты со стороной где-то 9-10 см. Больше делать не нужно, чтобы не были сильно большими затем формочки для фарша. Беру 1 квадрат, разворачиваю его ромбиком и начинаю скручивать его до половины. Заворачиваю края, чтобы они почти соединились между собой, и накрываю свободным углом теста к себе. Склеиваю, делаю одинаковыми по толщине и высоте стенки, и формочка готова. Форму промазываю растительным маслом, беру 1 формочку из теста и наполняю куриным фаршем. Фарш можно использовать любой, какой вам больше нравится. Наполняю до краев. Ставлю формочки в форму. Заполнила всю форму. Теперь делаю соус. Он очень простой. Смешиваю томат, сметану и присоединяю 100 мл воды. Перемешиваю все и заливаю этим соусом формочки. Накрываю форму фольгой плотно и ставлю в разогретую духовку на температуру 180 градусов на 50 минут. Через 50 минут достаю, снимаю фольгу, посыпаю сверху нарезанным зеленым луком и ставлю еще раз на эту же температуру на 15-20 минут. Достаю из духовки и посмотрите, как красиво смотрится это блюдо. Идеальный обед или ужин для всей семьи. Можно экспериментировать с начинкой по вашему вкусу. Получается недорого и сытно. Я вам желаю приятного аппетита. Надеюсь, вам понравилось это видео. Оно вам было интересным. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Я этому буду очень рада. Спасибо большое за внимание.